Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. У нас сегодня опять воскресенье, и мы едем, никогда не угадаете, конечно же, куда? Конечно же, на пикник. Это наша стабильность. И мы едем на завтрак в лес, конечно же. Не завидуйте такой роскоши, не стоит. Шутка, конечно, на самом деле. Я очень люблю разные приемы пищи на природе, особенно утром завтраки. Поэтому пока лето, пока тепло, мы стараемся ловить возможность и ездить хотя бы на завтраки, на пикники куда-нибудь на море, либо в лес. Я абсолютно ничего не готовила. Я со своей беременностью в этом плане немного обленилась. Или, скорее, у меня режим энергосбережения, не на все хватает сил. Поэтому, конечно же, сегодня мы опять едем в пекарню за какой-нибудь выпечкой. Вот, сейчас заедем в нашу любимую пекарню, там вкуснее всего готовят. Купим все, что мы любим, и поедем на пикник. Мы там, кстати, уже были, и я снимала влог. Ну, кто смотрел, тот знает, кто не смотрел, welcome to my channel. И смотрите видео, там немножко надо полистать, вот, но там уже есть такой фрагмент из этого леса. Вот, так что сможете посмотреть. Ну, сегодня, может быть, там даже побольше народу будет, конечно, чем в прошлый раз. Не знаю, хотя там запрещено разводить огонь, и из-за этого туда не все едут, потому что, все хотят пожарить шашлык или там, не знаю, какие-нибудь тосты, сэндвичи на огне. А так как там нельзя это делать, то, соответственно, туда едут уже не все. Мой муж меня смешит и пародирует меня, как я снимаю видео, но ничего, ему это аукнется, я думаю. Это пекарня, наша самая любимая. Там она такая длинная. Мы просто чуть дальше припарковались. Сейчас у меня муж там наберет всего-всего для нашего завтрака. И мы поедем на пикник. У нас в воскресенье просто отрыв по выпечке и по мучному. Абсолютно не ограничиваемо не считаем. Вот. Но в основном мы просто ее едим именно на завтрак, в воскресенье. Вот. В обычные дни, конечно же, столько выпечки мы не едим. Вообще мы хотели поехать на море, потому что на прошлой неделе мы на море не ездили. Вот. Но сегодня у нас прохладно. Вчера было где-то 28 градусов днем, и вроде как... Это у меня муж так шутит. Должен был быть дождь, но не сильный, просто было пасмурно. Вот. Но сегодня из-за того, что вчера было холодно, и ночь сегодня была холодная, то утром было где-то 20 градусов и ветрено. То есть здесь холодный ветер сразу поднимается, когда прохладно. Поэтому мы решили на море не ехать, потому что будет просто некомфортно. Съездим на следующей неделе, например. Вот. А решили поехать на пикник в лес. Вот у меня муж тут уже всего набрал в пакете. Тут они все упаковывают в такую просто бумагу. Соответственно, когда мы туда приедем, я разверну и покажу. В общем, мы приехали. Выгружаемся. Если честно, мы думали, что здесь будет мало народу. Но здесь его дофига просто. По-другому не выразиться. Но все равно еще есть места. Вот мы приехали к морю. Кто смотрел прошлые влоги, 100% узнает это место. В общем, мы думали, что здесь будет мало народу, потому что здесь запрещен мангал, разводить костер запрещено.
но при этом здесь очень много людей, особенно если в самом начале от въезда, то там просто муравейник из людей и машин. Мы думали, что и здесь будет то же самое, но на самом деле мы легко нашли парковку, нашли очень хорошее место. Вот, мы уже раскладываемся потихоньку. Мы, как и в прошлый раз, не стали арендовать столик со скамейками, плюс еще потому, что они на солнце находятся, и потому что у нас есть свои стулья и стол, вот, с которыми мы везде путешествуем. Поэтому сейчас разложимся и будем завтракать. Давайте, пока мой муж там раскладывает, я вам покажу красоту местную. Хоть мы сегодня и не купаемся, но зато мы все равно у моря. А вот там люди уже купаются. И вот там в той части находится пляж, его сейчас не очень видно. Там очень много людей, они купаются. И там какая-то баржа. Здесь нужно быть очень аккуратной на склонах. При таком прекрасном виде будем завтракать и наслаждаться. Я забыла скатерть, поэтому сегодня мы без скатерти. В общем, чай, как всегда, сахар. У меня муж чай с сахаром пьет. И, естественно, выпечка. Это 2 Смита. Они называются Смит и сливочное масло. Тут они промазаны сыром, но и предварительно промазаны сливочным маслом. И за счет этого они не хрустящие, а более мягкие. Тоже, кстати, очень вкусно. Потом он взял шоколадную ачму, наверное, сырную. И сырный пирожок. Это с белым сыром. Или даже 2 шоколадных ачмы. Ну, в общем, сегодня мы опять по выпечке. Я сегодня утром просто отличилась. Блеснула умом, так сказать. Ну, я блондинка, так что мне прощается. Шутка, конечно. В общем, мы с мужем решили, что так как жарко, мы возьмем, значит, термос на пикник чая горячего. И у нас еще есть термос из Декатлона, вот этот. Мы возьмем там ледяную воду с собой, чтобы у нас была холодная вода, чтобы мы могли охладиться. Этот термос, он как горячую воду сохраняет горячей, так и ледяную воду сохраняет ледяной. И мы договорились, что мы нальем холодную воду, возьмем с собой, все окей. Да, я утром просыпаюсь, начинаю все подготавливать к пикнику. Без задней мысли я наливаю сюда фильтрованную воду, обычную, комнатной температуры, закрываю термос и убираю его в холодильник. Думаю, за час она там охладится, и мы возьмем с собой ледяную воду. Просыпается муж, видит в холодильнике термос и говорит: где ты взяла столько ледяной воды и налила в термос? То есть у нас также в холодильнике стоят уже готовые бутылочки с ледяной водой, мы летом так делаем. Он говорит, что бутылочки полные, ты не перелила в термос, какую воду ты взяла? Я говорю, что я налила обычную воду фильтрованную и поставила термос в холодильник. Муж мне, у него сначала слов не было, он говорит: ты понимаешь, что эта вода сама по себе там не охладится, потому что это термос. Она сохраняет, термос сохраняет в себе температуру, ту температуру воды, которую ты туда налила. То есть холодильник его не охладит. Даже если ты кипяток нальешь и поставишь термос в холодильник, он будет кипятковый. Я понимаю просто весь трэш ситуации. И вот так я отличилась сегодня утром, что я просто налила воду комнатной температуры в термос, положила термос в холодильник, и в надежде, что это как обычная бутылка, он просто охладит, там вода просто охладится, мы возьмем ее с собой. И, соответственно, мы, выливали отсюда воду и переливали из холодных уже наших бутылочек домашних сюда ледяную воду. Сейчас она холодная, конечно, но муж сказал, что он этого никогда не забудет. Вот так я отличилась утром, да. Можете уже начинать писать комментарии. Сейчас мы будем завтракать и просто отдыхать, потому что я сейчас дико голодная уже, я ничего с утра не ела. Время 9:42, для меня это уже все, это надо обязательно покушать. Вот, поэтому сейчас позавтракаем и, не знаю, будем просто отдыхать. Всем приятного аппетита, кто кушает. Я хочу начать с Смита, как всегда. Вот такой Смит, видите, он не хрустящий, он мягкий, да, я говорила.
Он мягкий, и для тех, кто не любит хрустящие там, или тяжело кушать хрустящие, вот это отличный вариант Смита. Потому что он такой же вкусный, но только он мягкий. Размер с мою голову. Да, я все это съем. Afiyet olsun canım benim. Rica ederim. Güzel değil mi? Çok güzel, çok лезzetli. Сейчас вам покажу, как мой муж продуманно сделал себе. Он подстелил бумагу от Смита, и теперь его одежда не испачкается, он чистенько кушает. Да. А я кушаю на весу. Короче, здесь очень ветрено, здесь поднимается, знаете, так, не местами, а моментами сильный ветер. У нас сейчас чуть не снесло весь наш стол. У нас снесло зонт, муж побежал за этим зонтом. Сейчас он его держит. Короче, но иначе здесь просто сильное солнце везде, оно моментально прожигает кожу. SPF тоже не всегда помогает, поэтому стараемся защищаться зонтом. Вот, поэтому у меня не все тоже получается снимать, потому что где-то надо стол держать, где-то надо вещи держать. И в итоге, короче, не могу все заснять, например, весь наш завтрак, потому что у меня даже телефон сейчас чуть не улетел. А это, извините меня, я не хочу, чтобы он у меня разбился. Так, пока нет ветра, я хочу вам заснять вот эту шоколадную очму. Вот такая она прекрасная. Тут уже потек шоколад. Спонсор Кока-Кола, да, наш зонтик с Кока-Кола. Самый лучший зонтик. В прошлом году покупали. Вот такая она очма. Потрясающая просто. Вот, сейчас мы ее поедим тоже. Так, мы сейчас приехали в кафе «Мороженое». Тут два зала для курящих и некурящих. И это второе кафе «Мороженое», но это наше самое любимое. Называется «Акденис Дондурма». Кстати, Ань, специально еще для тебя, потому что я тебе недавно рекламировала это место, и сейчас тебе покажу ассортимент. Ну и для всех вас, конечно. Съемку здесь разрешили. В общем, здесь вот такой ассортимент. Значит, здесь из особого молока. На самом деле у них горелый вкус немножко, подгоревшего молока, но это специально так. Лимонная, клубничная, дыня, гранат, карамельная, лотос. Это ежевичная. Здесь, наверное, какой-нибудь медовый миндаль. Вот это биттер, шоколадный, горький шоколад. Это блюберри, это черника. Вот. Там также с нутеллой есть. В общем, это просто обалденнейшее мороженое. Всем рекомендую. Здесь можно взять как в пластиковом капе, также можно взять в вафельном рожке. Можно с собой на вынос в пластиковых коробках. Вот, в общем, очень здорово. Но мы сейчас здесь будем есть, поэтому в керамической пиале возьмем. Также здесь можно купить еще разные печенья. Ну, как купить, покушать. Чай, кофе здесь можно попить. Наверное, еще какие-то напитки. Мы тут ничего больше другого не брали. Здесь разная пахлава. Но хочу сказать, что есть намного вкуснее места с пахлавой. Здесь не особо они блещут этим. Вот там какой-то напиток типа лимонады. И здесь также можно еще приобрести разные десерты. Мы здесь иногда покупали торты на праздники. И иногда вот такие порционные тортики ели как десерт. Просто когда мороженое не хотели, например, зимой. Вот очень популярно, кстати, вот этот десерт. Он с тыквой, грецким орехом и сливочным кремом. Здесь это очень популярно. Здесь люди любят тыкву. Вот, ну и разные такие эклерчики. Вот это, кстати, триличе. Это бисквит с взбитыми сливками, пропитанный сливками и сверху карамель. Я как-то делала его, он у меня на канале есть, кстати. Вот. Также здесь можно купить для дня рождения всякие штучки на торт. И разные шоколадные конфеты сразу будут вот в такой красивой упаковке. Очень классно. Здесь также продают рахат лукум. Вот такой. Но я не знаю, какой он на вкус, если честно. Наверное, тоже неплохой, в принципе. Здесь это очень популярная вещь, как в любых восточных странах. Вот он в таком конфетти, типа.
Как это, уникорн посыпка. В общем, вот такой обзор я вам сделала. Сейчас мы уже взяли мороженое, будем кушать. Вот такое мороженое взяли. Значит, мы взяли шоколадное. Это горький шоколад. Это дыня, лимон и клубника. Гранат. Вот, гранат. Тоже очень классно. Классная погода, классный вид. Сейчас будем кушать. Все, давайте пробовать. Я хочу сначала, как всегда, шоколадное. Это наш просто go-to с мужем. Но обычно мы любим брать... Ой, никак не подцеплю его. Мы любим брать шоколадное, вот этот биттер-шоколад, и вишневое. И это очень крутое комбо. Знаете, такая вишня в шоколаде, как будто конфеты. Очень вкусно. Это просто топ. Особенно, Ань, я тебе рассказывала про это место, рекомендую. Этих кафе-мороженых по Анталии тоже очень много, в разных районах, так что везде можно найти. Давайте пробуем дыню. Я, конечно, все вкусы уже пробовала здесь, поэтому я знаю, что здесь очень вкусно все. Причем мы приходим обычно, когда там уже где-то половина боксов с каждым мороженым нету, а сегодня мы пришли, может потому что еще достаточно рано, хоть и воскресенье, там все боксы с мороженым, вы видели, они полные, вообще только-только свежие, поэтому это прям очень свежее мороженое сейчас. Лимон. Просто обалденный. Гранатовый пробуем. Прям как настоящий, точнее не настоящий, как гранатовый сок. Вот прям хороший концентрированный гранатовый сок. Очень вкусно, очень. Кто в Турции и не пробовал Вагденис Дондурма, или кто прилетает в Турцию, то обязательно посетите это кафе-мороженое в Анталии. Саджи Анталия это? Скорее всего, он только по Анталии, но если вы прилетаете в Анталию, то постарайтесь посетить это кафе-мороженое. Очень вкусно. И, кстати, по ценам очень даже приятно. В общем, мы поели мороженое, закончили. Сейчас уже поедем домой. Ох. Мы сегодня... Что я на солнце вышла? Зачем я вышла из-под кондиционера? Непонятно. В общем, я не включала сейчас микрофон. Мне, если честно, очень лень доставать сейчас микрофон, кабель, вот это вот все. Я уже там убрала после леса. Это все в сумку. Вот, в общем, после леса, как мы позавтракали, там было невероятно ветрено, поэтому мы просто держали стол буквально, держали нашу амбреллу от солнца. И, ну, просто, не знаю, еще попили чай, поели арбуза холодного, мы с собой взяли из дома. И все, потом мы поехали сразу на рынок, мы уже закупились всем, чем только можно на этом рынке, как всегда. Вот. И теперь уже едем домой, душ, освежиться, отдыхать. И во второй половине дня, когда самое пекло пройдет солнце, то все, мы уже поедем сейчас, то мы уже выйдем дальше по делам, по нашим планам. Вот, посмотрим, что я еще смогу для вас снять. Продолжение нашего дня. Мы, в общем, приехали в торговый центр Анпа-Гросс. Ой, торговый центр Агора. И мы идем в гипермаркет Анпа-Гросс. Это, ну, обычный гипермаркет, там продуктовый и вещи всякие, в общем, как всегда. Вот. Мы что-то сегодня столько идей поменяли, переменяли. Мы решили сначала поехать в Икею, потому что мне нужно посмотреть полотенца для кухни. Я покупала именно в Икее, мне они очень нравятся. Но что-то мы решили ради одного полотенца ехать в Икею сейчас, где просто не протолкнуться. А я уже что-то уставшей себя чувствую к концу дня. Вот. То решили просто пойти в Анпа-Гросс, купить продукты необходимые, которые нам нужны. И поедем, наверное, домой отдыхать. Здесь такой торговый центр. Здесь два входа. Там торговый центр и Анпа-Гросс, а там Икея. Но мы сейчас в Икею не пойдем. Вот.
Здесь такие фонтанчики летом работают. Открытая зона, но сам торговый центр, он закрытый, конечно. Вот там сейчас пойдем внутрь. Вот. И кондиционер, самое главное, кондиционер. Куча людей, везде куча людей. Мы, короче, всегда, когда рамки сейчас проходим, рамки контроля, где вот сумки там смотрят и так далее, вот, то мы всегда говорим, чтобы меня вот этой магнитной палкой, ну, как у охраны, не проводили по мне, потому что я беременна, и это, ну, хоть и немного, но может навредить. Ну, Джани. Вот, и сейчас там сотрудница, там женщина работала, ей так не понравилось, что мы сказали, что можете, пожалуйста, по мне не проводить, потому что беременная, ну, и как бы опасно. Она начала объяснять, что вообще-то здесь ничего такого в этом нету, мол, мы что, самые умные? Ну, как бы окей, ладно, без проблем. Еще я сейчас тестирую Bluetooth микрофон. Это не мой микрофон, это микрофон племянника моего мужа. Он еще где-то год назад его покупал. Еще-то мы сегодня разговорились про то, что с проводным микрофоном сложно мне уже, потому что, ну, очень это лимитированно получается в движениях, сковано. С Bluetooth микрофоном, конечно, больше возможностей, потому что ты свободен в действиях, и у тебя нету привязки какой-то дистанции телефона к микрофону. И учитывая, что я уже давно снимаю, то уже достаточно логично приобрести Bluetooth микрофон. И вот я решила сегодня протестировать. Фирма DJI, очень хорошая фирма. Вот, мы взяли сейчас чисто попробовать и вернем потом обратно ему. Вот так. Так что, в принципе, когда мы тестировали, то звук хороший. И на ветру тоже вот эта вот штучка у него, ну, все знают, пушистая, она шумоподавляющая. Мне очень понравилось, конечно. И я свободна в действиях. То есть, ну, у меня нигде этот кабель не торчит, ничего нигде не болтается. Не надо постоянно раскрывать этот микрофон, собирать обратно, чтобы нигде его не повредить. Ну, короче, проводной микрофон, он удобен для домашних видео, когда болталки я снимаю. А на улице или когда я готовлю что-то, то нужен, конечно, Bluetooth микрофон. Вот, наверное, буду брать. Сейчас идем вот в этот гипермаркет Анпогросс. И, в общем, будем брать необходимые нам продукты. Мы очень надеемся, что там не будет очень переполненные кассы. Потому что мы уже много раз приходим в этот торговый центр, но иногда оставляем продукты и уходим, потому что, ну, очень много народу, очень. Такой огромный гипермаркет, на самом деле очень классный. Причем там еще вот туда вниз идут эскалаторы, я сейчас вам покажу, вот. Там еще тоже домашние товары, товары для животных. Тут всякие стеклянные кружки, стаканы, посуда. О, кстати, велосипеды завезли. В общем, огромнейший, просто огромнейший гипермаркет. Ну, как и все гипермаркеты, в принципе. Тут очень шумно и многолюдно. Но я все равно хочу вам показать хотя бы какие-то фрагменты. Тут много всего. Именно выбора. Например, курица, куча разных курицы. Не знаю, там мясо, куча разного мяса и так далее. Вот. Не могу сказать, что здесь обалденные овощи и фрукты, но они здесь есть, например, в отличие от некоторых других супермаркетов. Кстати, цена очень даже неплохая, я вам скажу. Мы на рынке даже что-то дороже брали, кстати, сегодня. Не знаю, я, наверное, вам даже весь торговый центр-то, ой, точнее, гипермаркеты не покажу, потому что мы не во все отделы пойдем. Их тут просто огромное множество. Вы просто посмотрите, сколько здесь молочки. Все, это вся секция, просто молочка. И вот там тоже, то есть очень много. Я сейчас хочу найти йогурт, который я покупаю в филе-маркете. Я, кстати, его вижу, да? Вот. Причем здесь разных размеров. Он, если в филе-маркете, он только одного такого, ну, наверное, я сказала бы, стандартного размера, то здесь и ведерки, и какие-то разные. Каймаксис йогурт. Вот этот бренд я покупаю в филе-маркете, но я покупаю вот такой размер. Здесь вот такой есть, еще больше ведро. Вот, наверное, его мы возьмем.
Но, если честно, на кассе там просто кошмар. Я вам сейчас покажу размерчик. Опа! А такое ожидали? Вот такой йогурт мне муж сказал, что надо брать. Кстати, Каймаксис. Мне этого, не знаю, на месяцок, наверное. Да, вот это я понимаю, размер. Вы представляете, купить такое домой? Это ж как это все съедать-то надо? Вот, например. Это все йогурт, чтобы вы понимали. Здесь также сыры продаются вот так на развес. Это типа творог, я так понимаю. Но здесь творог отвратительный абсолютно. Это надо дома делать творог, либо где-то в деревне покупать. Разные оливки. Маринованные, соленые, масляные. Вот, например, розовые оливки. Когда-нибудь пробовали? Я до сих пор не пробовала. Вот я люблю оливки без косточек, а вот с такими наполнениями, типа перчик внутри или еще что-нибудь. Знаменитая томатная паста. Вот я, кстати, в филе-маркете покупала фасованные вот такие перцы с сыром. Вообще абсолютно не понравились, потому что там плохого качества сыр. Это для завтраков всякие намазки. Это тахини. Ну, это на любителей. Там колбасы тоже разные, сладости, томатная паста. А здесь хозяйственные всякие штуки. Конечно же, огромное множество всего. Огромное. Я везде не пойду. Вот там туалетная бумага, бумажные полотенца, всякие моющие средства. То есть вы представляете, да, объем? Но это классный гипермаркет. Хотите уксуса? Сколько уксуса вы хотите? И какой уксус вы хотите? Пожалуйста, на выбор. Соевый соус. Ой, мне, кстати, соевый соус нужен. Может быть, в филе-маркете сейчас купим. То у меня закончился. Я делала вок с рисом и курицей. И он у меня закончился. Это моя любимая машина из всего супермаркета. Это машина с Кока-Колой. Я просто обожаю Кока-Колу. Особенно новогоднюю коллекцию. Сейчас здесь коллекция FIFA, естественно. Я люблю новогоднюю коллекцию. Самый мой любимый объект. Короче, у нас сегодня день абсолютного непостоянства. Мы в Анпогросс ничего так и не купили. Во-первых, тут нет корзинок. Нам вот эта огромная продуктовая тележка не нужна. Мы столько продуктов не набираем. Таскаться с ней по продуктовым отделам и толкаться между друг другом нам не хочется. Поэтому я специально для вас сняла небольшой обзор этого магазина, гипермаркета. И мы решили, что мы поедем в наш старый любимый филе-маркет. Быстренько там все купим и поедем уже домой. Вот такое воскресенье у нас сегодня получилось. Дома уже будем отдыхать. Какое-то у меня сегодня состояние, не знаю. Ну, такое какое-то прям слишком уставшее. Хотя вроде ничего такого экстра не делала. Но вот тем не менее, не знаю. Вот такой влог у нас сегодня получился. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что провели этот день со мной. Спасибо за ваши просмотры, за ваши лайки. Не забывайте оставлять комментарии и подписываться, чтобы не пропустить новые влоги. А с вами мы увидимся через неделю. Пока!